Война. День 231. Ситуация на фронтах. Россияне обвинили Главное управление разведки Украины в подрыве Крымского моста. Так они сообщают, что взрывчатка была направлена из порта Одессы на 22 палетах общим весом 22 тонны в Болгарию, затем в Грузию, из нее в Армению и только потом в Россию. И тут, конечно, возникает множество вопросов. Как 22 тонны взрывчатки так свободно пересекли столько границ, в том числе российскую? Это же не пачка спичек. К тому же россияне показывают рентгеновский снимок фуры, на котором якобы везли взрывчатку, но взрывчатки при этом на нем не увидели. К тому же, количество колес на снимке и на видео, где фуру проверяют перед въездом на мост, разное. Конечно, тут можно сказать, что фура сменилась, но факт в том, что их якобы расследование не проливает свет на произошедшее, а скорее создает еще больше вопросов. Хотя, быть может, в этом и их цель. Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, тратя тем самым дорогостоящие ракеты на гражданские цели, что никак не повлияет на боеспособность ЗСУ. Цель этих ударов – террор украинского населения. Военным не нужен свет на фронте, у них его там и так нет. У критически важных объектов есть генераторы, а также еще есть АЭС, с которых электричество также может быть направлено на важные для обороны предприятия. Поэтому от отсутствия света страдают только мирные жители. Но в то же время, таким образом они оттягивают на себя удар от военных объектов, что только усилит украинские войска. Тут можно провести аналогию с битвой за Англию во Второй мировой, когда Гитлер решил бомбить мирные города, думая вынудить Британию к миру. Но вместо этого только озлобил ее, а военная промышленность, аэродромы и базы получили необходимую им передышку от бомбежек, что в конечном итоге привело к победе. Похоже, Путин затеял эти бессмысленные удары с военной точки зрения по детским площадкам и мостам с целью перекрыть негативный фон от терпящей поражения на всех фронтах российской армии и повреждению самого охраняемого моста в мире. И этой цели эти удары достигли. Z-патриоты теперь радуются смертям мирных жителей, несмотря на то, что фронт сыпется. В свою очередь, украинцы не отвечают взаимными ударами по энергетической инфраструктуре России, хоть возможность обстреливать приграничную зону у них есть. Но, видимо, украинское командование понимает, что это будет тратой ценных ресурсов на бесполезное в военном смысле действие и лишь наоборот может подстегнуть россиян охотнее воевать, как это происходит с украинцами. Хотя вчера и пострадала подстанция в Шебекино, но приграничные перестрелки там идут давно, поэтому считать это ответом будет неправильно. Восток. Продолжают нагнетать информационную повестку возможным вступлением Беларуси в войну. При этом факты говорят обратное. Вряд ли бы Беларусь отдавала свою технику России, если бы сама собиралась воевать. Так отмечается переброска танков Т-72. По направлению Сватово-Кременная фронт на данный момент стабильный. Россияне накапливают силы и выстраивают оборону. Украинские войска пока тоже не продвигаются. Трасса Р-66 находится под огневым контролем. На другом берегу Северского Донца также никаких продвижений не произошло. А вот в районе Бахмута россияне продолжают атаковать город и продвигаться по несколько сотен метров, при этом неся большие потери. Так бои идут уже практически на окраинах Бахмута. Активизировались бои в районе Донецка за Авдеевку, Первомайское и Красногоровку. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Юг. Продолжается освобождение сел на севере Херсонской области. Так сегодня уже точно известно о освобождении Трифоновки, Нововасильевки, Новой Каменки и Новогригорьевки. А учитывая тот факт, что в Миловом россияне взорвали мост, линию фронта можно сдвинуть еще на 10 километров на юг от Дудчан. Вряд ли бы россияне взрывали мосты, если бы на другом берегу оставались их войска. Но о том, что они отступили к Миловому, было известно еще на прошлой неделе. Просто пока официально не сообщалось о освобождении этих территорий. В Новой Каховке в очередной раз накрыли из «Хаймарс» российскую базу, а над Николаевской областью сегодня утром было сбито 9 иранских беспилотников «Шахед». Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, подписку, комментарии
и колокольчик.